14 ноября. Снова мы приехали на Корушлюк. Снова это необычная тишина. Солнце сияет, тепло. Погода какая-то небывалая просто. Вообще тихо. Сейчас еще эта пара ворона улетала, которая тут живет в скалах. Но они тоже что-то улетели по своим делам. Мы вот сегодня хотим пойти вдоль этой скальной стенки. Она называется Арман-Кая. И по ней дойти, ну, точно до Тарской пещеры. А там должна быть расселена, чтобы подняться наверх, где-то между Каслибашем и Корушлюком. Ну, с вершиной Корушлюка. То есть весь этот массив, вся эта вот куэст огромная, она называется Корушлюк. А вот отдельные скалы, они имеют еще свои наименования. Вот это Арман-Кая, стенка идет. Там потом еще Каслибаш, одна вершинка. И, собственно, сама вершина Корушлюка, 596 метров, по-моему. Попробуем пройтись, короче, вот по этой под скальным навесом. Там идти, конечно, неудобно. Склон, да, и придется идти поперек склона. Плюс, вот я уже отсюда вижу, что там все хорошо заросло кустами. Но мы смотрели отчеты людей, и они, в принципе, говорят, что нормально, проходимо. По лесу идти, ну, конечно, удобнее. Там идет по лесу поверху очень удобная дорога, широкая, протоптанная. Но по лесу, кроме деревьев, ничего не увидишь. Лес красивый, конечно, но это мы и на обратном. Так и пойдем, пробираясь сквозь кусты. Но действительно здесь просто красиво. Так бы шли по верху и не знали бы, что тут такая красота. Еще один скальный навес. Это даже удобнее для стоянки. Здесь, в принципе, вполне можно остановиться. Ну, поэтому, собственно, тут вот кострище когда-то было, раскиданы веточки. Здесь вполне, ну, если только не бояться испачкаться в пыли, то тут вполне можно спать. Дождь точно не побеспокоит. Вот такой открывается отсюда вид. Тропинки ответвляются вправо, различные, но мы попробуем идти максимально близко к скальной стенке. Посмотрим, получится у нас это. Что-нибудь да получится, конечно, по-любому. Но насколько близко и красиво все будет, сейчас определимся. Да, хорошо, что мы не пошли на тропинку справа, потому что, во-первых, начнем терять высоту, а потом опять карабкаться вот по такому склону. Никакого удовольствия нет. Склон красивый, но карабкаться по нему неприятно. Это, конечно, не Кавказ. Да, тут нет таких объемов. Но по разнообразию это, блин, даже может быть и лучше. Тропинка, тропинка, тропинка по каким-то склонам, кустам. Еле идешь, потом раз, выходишь на такую вот площадочку, навесик. Очень удобно посидеть, передохнуть.
Главное не упасть, спускаясь. Да, вот так раз, 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 хопа. И вообще отличное место для отдыха. Для стоянки даже тут стоять себе очень приятно. Живописные завалы из камней. Сейчас мы их будем пролазить тут. Посмотрим, как. Забрались в такую красивую. Это не грот, это опять скальный навес, наверное. Такая площадочка тут. Залезть в нее было совершенно невозможно. Здесь надо хорошую обувь. И вот такой скальничек здесь. Но здесь вроде еще ничего. А вот тут он прижимается к этой стенке. Стенка еще, вы видите, выпирает. И вот здесь его проходить, ну, совершенно... Этого скального навеса есть еще такой небольшой вот второй этажик. На него достаточно просто забраться. Не подскользнуться. Эти скалы известняковые, они очень коварные, в отличие от гранитных. Они потому что сыпятся, у них верхний слой, он кажется вроде бы как и стабильным, да, крепким, но когда за него хватаешься, он вполне себе может отломиться. Здесь не видно, вот видны сколы. Вот раз съехал, вот раз в руке остался. А здесь оно вообще покрытое пылью, основание достаточно скользкое. Вроде бы ничего страшного, но так раз нога поехала и полетел себе высоко, метра 3, но... Это я к тому, что надо быть очень аккуратным. А тут засматриваешься на красоты, облачка, дали. Надо себя сдерживать, держать себя надо на природе. Да, контролировать, как говорят. Стена вот такого местами кремового, коричневого оттенка, черного. А тут вот прям, ну вообще вот тут белоснежная, выбеленная на солнце. Идем вдоль нее. Идем. О, какой-то завал интересный. Ага, рухнул скальный козырек. Вот он. Да. И образовалась такая. Гротик образовался с дырочкой наверху. Да, вот тут прям посидеть, отдохнуть, попить кофейку. Ой, здесь приятно, прохладненько, кстати. Здесь очень хорошо и прохладно. А вот что-то как бы, кажется, как будто камни сложены. Кто-то тут складывал какую-то лесенку, что ли. Забрались вот в чащобу. Теперь думаем, куда же проходить дальше. Такие свежие завальчики с камней. Еще он очень нестабильный. Вот этот камень сейчас раз и упал в сторону, скатился вот так вот вниз. Что-то не по ногам. Да, куда идти, пока не совсем понятно. Ну, наверное, надо где-то здесь пытаться вот эти заросли будет сейчас протоптать. О, тут такой камень, сейчас со стороны покажу. Похож на зайца с коротким ухом. А может быть на что-то еще. Может, ослик. Вот такой вот. В камнях привидится. В камнях и в пещерах привидится. Что только не привидится. Тут часть пути. Прям проспект. Ага. Проспект заканчивается. Начинается снова козьи тропки. Тропа пошла куда-то вниз, заваливается туда, сваливается вниз. Здесь
Каменный завал образовался. Но мы решили пойти без тропы, чтобы максимально близко идти к этой каменной стенке. Сейчас сюда вылезли. Еще видно один раз вот хорошо, как прошлый был гротик. Упал вот каменный козырек. Когда-то было наверху. Такой вот навес был. Упал, съехал. Вот посыпались камни. Что-то подзаросло кустиками. И получилось совершенно неудобно к прохождению. Здесь вообще, конечно, с тропами. Первый раз, когда идешь, лезешь в эту вершинищу. А потом вверху кажется, что дальше все. Вообще пройти никак совершенно нельзя. Приходится спускаться опять вниз. Это... Тут всего-то 2 километра на самом деле. Пройти надо вдоль скал, если вот так я мерил по карте. С учетом высот даже. То вот это вот прыг-скок с возвратами еще. Наматываешь, намотаем километра, наверное, 3-4, блин. Но мы же этого и хотели. Очень. Забрались опять по бездорожью. Тут очередной вот такой навесик скальный. Здесь вот прям как стандартно идет. Скальный навес и дальше обрушение. И до следующего. О, здесь целое стойбище каких-то копытных. То ли козы, то ли косули, не знаю даже, что тут бродит. Ну, природное архитектурное решение. Лестница, которая ведет в такую арку. Выточим а в арке еще в глубине маленькая арочка. И все это подсвечается через отверстие в потолке, куда можно выглянуть, попасть на следующий ярус. Опять забрались в какой-то тупик. Не знаем, как идти, но тут зато такое небывалое дерево. Это что-то, я такого вообще никогда не видел, посмотри. Вот это дерево, какое-то непонятное мифическое создание, которое сидит на скале с хвостом, с щупальцами. Оно уже, наверное, мертвое. Да, не видно. А может быть, оно еще что-то, какие-то ветки еще и живые, не знаю даже. Непонятно. Ну так растет на скале, на краю, в таком недоступном месте. Как оно там жило? Все корни наружу. Сейчас на это дерево насмотримся, отдохнем и полезем вниз. Пытаться дальше продираться. Такая необычная находка у нас сегодня. Очередные шедевры скальной архитектуры.
С одной стороны, кажется, что все вроде бы однообразно, а с другой стороны, все неповторимо. Вот очередной грот, скальный навес. Ну, везде образование типичное. Сверху стенка, стенка, стенка отвесная, а потом раз и такая выточка по низу идет. Ну, есть еще присутствуют какие-то следы неземной цивилизации какой-то, что ли. Не знаю, что это, когда, кем сделано, непонятно, но смотрится очень красиво. Сейчас поднимусь, покажу интересный момент. Он вроде бы и понятен сам собой, но здесь очень наглядно. Вот отвалились блоки, и вот осталась белая, гладкая, ровная скала. И вот тут же видно рядом, во что она превратилась от выветривания, вымораживания, умывания дождем. Вот прям контраст на одном кадре. Вот она свежая, молодая, а тут она уже вся изъеденная, вся в кружевах. Камни, интересно, упали. Стоят, компания. Никто их не ставил, сами вот так. Шли, шли, и совершенно неожиданно вышли в Таврской пещере. Тут обычные веревки висят. Сейчас их убрали. Видимо, не хотят, чтобы лишние люди лазили в пещеру. Вот, собственно, видно привходовую часть. Сверху залазят. Сверху кидают веревки, залазят вот сюда. Там площадочка на привходовой части. Лазят внутрь. И потом опять же по веревке спускают сюда вниз. А потом так обходят и поднимаются там на плато, там будет подъем. Мы еще до него дойдем. По прикидкам, и потому что я читал, где-то общая высота, ну, примерно 35-40 метров, это сверху. В принципе, надо 2 веревки по 50 метров с собой тащить, чтобы сразу закинуть их сверху и обеспечить сразу спуск и в пещеру, и уже потом тут вниз вернуться. Это мы с Наташечкой, несомненно, учиним. Не знаю, правда, когда. Но надо побывать в пещере, потому что это достаточно большая пещера, 500 с лишним метров. Тем более с интересной историей. Тавры здесь хоронили. Здесь некрополь был таврский еще. Как они то, правда, затаскивали этих покойничков, совершенно непонятно. Отходим от Таврской. Идем дальше. Вот, кстати, лежит старая жердина, вот такая длинная. Судя по рассказам людей, которые тут давно обитают и лазят, по ней как-то ухитрялись подняться снизу в пещеру. Жердина снизу упиралась, и по ней лезли и якобы долазили до самой пещеры снизу. Не знаю, сколько правда, но жердь тут лежит действительно. О, по мне это голова кобры. Может быть и нет, конечно. А вот тут кому что это напоминает. Уверен, что каждому свое будет. Десятки вариантов. А вот так совсем уже другой вид. И так во всем. Вот это интересно.
Такая вот колония, видно, древних бактерий. Немножко железа, видимо, собирали в себя. Судя по этому самому, с них такие ржавые потеки потом текут. Потом еще залезли. Но тут само другого прохода-то и нет. Выбора особого нету. Ничего, пролезем. Нам уже надо найти бы, где-то есть такая расселена. И можно забраться на эту скальную стенку, там наверх, на плато. И там еще останется одна видовая площадка на Крушлюке, уже на самой вершине Крушлюка. Вот, но мы до нее никак что-то не дойдем. Идем, не дойдем. Он же есть хочется. Вот, наверное, здесь что-то будет. Сейчас посмотрим, что похоже, как бы вроде здесь такая расселена, которая позволяет эту скальную стенку преодолеть без снаряжения. Ну вот и тропинка, мне кажется, по которой мы сейчас вылезем наверх. Туда дальше, если идти, там, по-моему, дальше подъем будет не скоро. Да, вот эта тропинка. Эх, еще разок. Панорамочку с облачками. Так. Ну, тут тропинка пока что достаточно легкая. Никаких сложностей не предвидится пока что. Вот так. И вот мы уже и практически поднялись. Дошли мы немножко с тропинки. И вот по этому скальничку пошли вот на смотровуху такую. Надо аккуратненько. Туда не полететь вниз. Вроде все хорошо, но есть нюансы. О! Решили посмотреть, что здесь. Здесь, конечно, тоже красиво. Ничего не скажешь. Ух ты! О, тут тоже выемка, доработанная руками людей. Одна. Вот тут еще вторая. Здесь тоже мыс явно используется для приношений богам. Ну, конечно, место выбрано со вкусом. Захотелось нам тут свежего кофейку на природе. То, конечно, в термосе оно вкусно. Когда заваришь прямо перед питьем, это настоящих гурманов. Это выбор настоящих гурманов. Ну, правда, приходится вот тащить баллончик, там, турку, мелочь. Откушали, потяжелели. Ну, а решили еще сходить на край. Тут это не самая вершина Крушлюка, это почти вершина. Самая вершина находится, высокая точка находится в лесу, и там, в общем-то, ничего нет. Мы решили пройтись по этой скальной дорожке, посмотреть тут еще видовые места, ну, буквально минут 10. Потому что нам уже надо возвращаться домой. Да и солнышко сейчас сядет. Вот мы где. Вот кофейничали. Вот эта самая площадочка. И здесь по краю еще идет такая видовая, красивая площадка скальная.
Вот идем обратно по верху. Дорога широкая, возможно, машине кататься, а не то, что идти. Такой легкий спуск вниз на расслабоне. Да, здесь дорога, конечно, очень удобнее намного. Скорость движения в разы больше прямо. Но ничего не видно. Идешь себя по обычной лесной дороге и даже не подозреваешь, какие там красоты вот где-то там в 30 метрах ниже тебя. Так что дорога по верху это для удобства, для того, чтобы удобненько дойти, там выйти на видовую на Крушлюке, посмотреть по краям, посидеть там покушать и вернуться обратно. А дорога по низу это для того, чтобы поглядеть, посмотреть на виды, смотреть на эти скалы, полазить по козьим тропкам. Все как мы любим. О, Мишаня в вечернем свете. Красавец. Жалко, не успели мы его в закатных лучах снять. Ну, а в сумерках уже смотрится все совершенно в другой цветовой гамме. Прям надо тоже заснять, очень необычно. Главное, чтобы не навернуться с этими съемками. Хочется, конечно, все запечатлеть себе, потому что потом интересно очень самим смотреть. Но при этом... Да, надо что-то, какое-то крепление купить для камеры, как ее на лоб привешивать, наверное, что ли. Потому что когда руки заняты, снимать, конечно, то еще удовольствие. Так, все, хватит съемок.